подземном Петербурге, в темных и забытых тоннелях, до сих пор слышны отголоски прошлого. Эти подземные лабиринты, построенные еще в XVIII веке, оставались секретом даже для властей во времена Сталина. Неизвестно, сколько километров подземных коридоров скрывают в себе тайны, которые могли бы изменить восприятие истории города. Первое упоминание о подземных сооружениях в Санкт-Петербурге датируется 1737 годом, когда началось активное строительство каналов и укреплений. Рабочие, прорывающие тоннели, сталкивались с грунтовыми водами и сложными геологическими условиями. Они использовали старинные технологии, которые не сохранились до наших дней. Многие из этих тоннелей были заброшены, другие использовались для скрытых целей. Некоторые историки утверждают, что подземные сооружения служили укрытием для шпионов и контрабандистов. При обысках в 30-е годы милиционеры находили запутанные системы подземных проходов, которые использовались для тайной переправки товаров и людей. Но как и зачем они были построены, осталось загадкой. Параллельно с этим широкой известностью пользовались и катакомбы, которые были вырыты под городом. В XVIII веке здесь прятались от наводнений, а позже эти же тоннели стали использоваться для укрытия во время военных действий. Брошенные после войны, они стали местом жутких историй и слухов о призраках и таинственных существах. Местные жители избегали этих мест, считая их проклятыми. В конце XIX века с развитием инфраструктуры интерес к подземным сооружениям возрос. Городские власти начали исследовать тоннели, но вскоре прервали работы, когда натолкнулись на большой уровень затопления и сложные условия. До сих пор никто не знает, сколько еще тоннелей скрыто под улицами и какие тайны они могут рассказать. Современные исследования подземелий начали лишь в начале XXI века. Археологи, используя современное оборудование, начали извлекать артефакты, которые подтверждали, что эти тоннели были не просто частью городской инфраструктуры, а важным элементом истории. Обнаруженные находки, такие как старинные орудия и личные вещи, бросают свет на жизнь петербуржцев в прошлые века. Однако часть тоннелей остается недоступной. По неподтвержденным данным, существует система заброшенных объектов, которые были созданы в рамках секретных проектов. Некоторые исследователи уверены, что это не просто заброшенные тоннели, а настоящие хранилища, которые могут содержать важные документы и артефакты, связанные с историей страны. В некоторых из них даже проводятся неофициальные экскурсии, где любители истории и мистики могут ощутить атмосферу заброшенности и таинственности. Подземный Петербург остается одной из самых загадочных глав истории города. Каждый новый найденный артефакт или раскрытая часть тоннеля добавляют новые штрихи к этому сложному и многослойному историческому полотну. Мы на пороге открытия мира, который оставался скрытым на протяжении веков. Тоннели, которые молчали даже в самые тяжелые времена, наконец начинают рассказывать свои истории. XVIII век в Санкт-Петербурге стал временем, когда подземное строительство получило не только практическое, но и стратегическое значение. В условиях постоянных наводнений и сложных климатических условий необходимо было создать систему, способную защитить город от стихии. Идея создания подземных тоннелей возникла не случайно. Уже в 1730 году, когда город только начинал развиваться, стало ясно, что обычные способы не обеспечивают необходимую защиту. Первым проектом, который стал основой для создания подземных сооружений, было строительство каналов. Они соединяли реки и обеспечивали транспортировку товаров, но также служили и дренажной системой для отвода воды. Работы проводили крепостные, использующие простые инструменты и технологии того времени, однако сам процесс был опасным. Каждый метр прорываемого тоннеля требовал огромных усилий, а условия труда были крайне тяжелыми. Рабочие рисковали жизнью, сталкиваясь с обрушениями и затоплением. К концу XVIII века подземные проходы начали обрастать мифами и легендами. Говорили, что в них прячутся не только товары, но и тайны, которые могли бы потрясти основы общества. Некоторые из тоннелей использовались для скрытой переправки людей в трудные времена, а другие — как укрытие от бандитов. Уникальные архитектурные решения позволяли обходиться без дополнительных укреплений, что делало тоннели еще более загадочными. В начале XIX века, после строительства первых крупных зданий, подземные сооружения начали использовать для хранения. В связи с ростом населения и увеличением объемов торговли возникла необходимость в дополнительных складских помещениях.
Некоторые тоннели были переоборудованы, в них создавали хранилища для товаров и продовольствия. В это время стали появляться и первые упоминания о секретных проходах, которые связывали ключевые точки города. Одним из самых удивительных фактов является то, что в 1820-х годах подземные тоннели начали использоваться и для военных нужд. Секретные объекты были созданы для хранения оружия и боеприпасов, о которых знали лишь единицы. Эти сооружения оставались под надзором военных, что делало их практически недоступными для гражданского населения. Примечательно, что в это время подземные тоннели стали не только укрытием, но и местом для проведения тайных встреч и заговоров. Во времена революции, когда город охватили беспорядки, подземелья снова стали актуальными. Они использовались как пути для бегства, укрытия и даже для проведения секретных операций. Говорили, что в подземельях скрывались сторонники новомодных идей и революционеры, планируя действия против существующего режима. Если вам понравился наш экскурс в подземные глубины Петербурга и вы хотите еще больше историй, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наше творчество и помочь открыть новые тайны, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Помните, даже тоннели не бывают вечными. А вот ваша поддержка может помочь сохранить историю. Эти тоннели становились ареной борьбы за власть, а их стены хранили множество неразгаданных тайн. С течением времени подземные сооружения продолжали накапливать в себе историю, превращаясь в живые свидетели свершений и катастроф. Тоннели, построенные в эпоху, когда Петербург только начинал свое существование, стали основой для дальнейших исследований и открытий. Каждый найденный артефакт или открытая часть тоннеля вносила вклад в понимание того, как жил город в разные исторические периоды и какую роль играли эти подземные лабиринты в его судьбе. На этом фоне современное исследование подземелий становится не только научным, но и культурным феноменом, позволяющим заглянуть вглубь веков и понять историю, о которой многие предпочли бы забыть. С каждым годом подземные туннели Санкт-Петербурга привлекали все большее внимание исследователей и любителей тайн. В 2020 году группа энтузиастов, состоящая из археологов и историков, решила провести экспедицию в заброшенные катакомбы, о которых ходило множество легенд. Их цель заключалась не только в изучении архитектуры, но и в поисках артефактов, которые могли бы пролить свет на загадочную историю подземного Петербурга. Собрав оборудование, исследователи начали спускаться в одну из самых известных катакомб, расположенных под районом Васильевского острова. Эти катакомбы были практически забыты, и лишь немногие знали о их существовании. Вход был завален обломками, но команде удалось пробраться внутрь. Туннели были темными, влажными и полными сырости. В воздухе витали запахи плесени и старых кирпичей, которые хранили в себе тайны прошедших веков. С первых минут пребывания в катакомбах команда ощутила странное напряжение. Внезапно один из исследователей, Андрей, наткнулся на странный знак, вырезанный в стене. Это было изображение, напоминающее древний символ, о котором никто из них раньше не слышал. Интуиция подсказывала им, что этот знак может указывать на что-то важное. Но как именно его расшифровать, оставалось неясным. Пока команда исследовала тоннели, один из участников, Вера, заметила, что в стороне слышались тихие звуки, напоминающие шаги. Она обратилась к другим, но те не придали этому значения. Вскоре звуки усилились, и команда приняла решение разделиться, чтобы исследовать источники шума. Каждый из участников спустился в разные ответвления, надеясь найти что-то ценное. Андрей продолжал изучать знак. Его внимание привлекло то, что он был окружен черными следами, словно кто-то пытался его скрыть. В это время Вера подошла к одной из стен и заметила небольшую щель, из которой доносился слабый свет. Подойдя ближе, она увидела в ней маленький чемодан. Внутри оказалось множество старинных документов, фотографий и карт, на которых были отмечены места, о которых они никогда не слышали. Тем временем другие участники исследовали катакомбы, и один из них, Михаил, обнаружил, что в одном из коридоров есть подземная река, текущая с необычайной силой. Вода, казалось, освещала тоннель мягким голубоватым светом. Он решил следовать за потоком и вскоре наткнулся на вход в странную комнату, где находилось несколько старинных вещей, среди которых была необычная статуэтка, напоминающая древнее божество. В то время как Михаил изучал статуэтку, из темноты возникла фигура, которая резко осветила его фонарик.
Это был человек в грязной одежде с диким взглядом. Он закричал и бросился на Михаила, заставив его убежать обратно в коридор. Но Михаил в панике не заметил, что его фонарик остался позади, и теперь он оказался в полной темноте. Вскоре исследователи собрались вновь в одной из центральных галерей, где обсуждали найденные артефакты. Однако ни Андрей, ни Михаил не вернулись. Команда ощутила тревогу и решила вернуться обратно, чтобы найти своих товарищей. Они начали кричать их имена, но в ответ слышали лишь эхо, теряющееся в бескрайних подземельях. Постепенно атмосфера становилась все более напряженной. Исследователи чувствовали, что кто-то или что-то наблюдает за ними. Каждый звук, каждый шорох казался им предостережением. Непонятные тени мелькали на стенах, порождая страх и желание покинуть это место. Но к ним пришло осознание. Тайны, которые они искали, теперь затянули их в ловушку, из которой выбраться будет не так просто. Собравшись в центральной галерее катакомб, оставшиеся участники команды, включая Веру и Андрея, почувствовали возраставшее напряжение. Потеря Михаила и неопределенность вокруг них заставляли сердце колотиться быстрее. Вера решила, что нужно действовать. Она предложила исследовать одну из новых секций тоннелей, которые были отмечены на найденной карте. Возможно, там они смогут найти не только Михаила, но и разгадку таинственных символов. Тоннели, куда они направились, были гораздо старше остальных. Стены были выложены большими камнями, а в некоторых местах виднелись следы от бомбежек. Это была часть заброшенного военного объекта, о котором многие забыли. Во время Второй мировой войны здесь располагались склады с боеприпасами и продовольствием. Катакомбы использовались для тайного хранения материалов, необходимых для защиты города. Теперь же они превращались в опасную ловушку. В процессе движения по тоннелю исследователи начали находить старые ящики и контейнеры, когда-то заполненные припасами. В каждом из них были документы, которые указывали на то, что этот объект использовался даже после окончания войны. Вера обратила внимание на одну из карт, где были отмечены дополнительные тайники с оружием, которые остаются неразгаданными до сих пор. Это открытие вызвало в них одновременно и интерес, и страх. Когда они углубились в тоннели, Вера почувствовала, что ее охватывает тревога. Стены казались живыми, шепча свои секреты. Вдруг из тени показалась фигура. Это был Михаил, его одежда была грязной, а глаза полны страха. Он рассказал, что потерялся, когда пытался вернуться к ним, и наткнулся на странные звуки, которые исходили из соседнего коридора. По его словам, там были следы, которые указывали на то, что кто-то еще может находиться в катакомбах. Вера и Андрей решили, что необходимо проверить, что скрывается за поворотом. Эхо шагов звучало слишком близко. Двигаясь медленно, они подошли к темному коридору, где Михаил слышал звуки. За углом они обнаружили старую металлическую дверь, покрытую ржавчиной. На ней был замок, который, казалось, не открывался много лет. Однако Михаил нашел рядом с дверью старый ключ, сохранившийся в ящике с боеприпасами. Открыв дверь, они оказались в комнате, заполненной старыми военными артефактами. На столах лежали карты, чертежи и документы, которые детально описывали планы по обороне Санкт-Петербурга. Но среди этих бумаг они обнаружили и нечто большее — проект, касающийся создания подземной сети, соединяющей ключевые объекты города. Это было нечто большее, чем просто хранилище. Этот проект предусматривал возможность создания скрытых баз для защиты от атак врага. Однако среди этих находок они нашли не только документы. В углу комнаты стояла старая радиостанция, и, к удивлению исследователей, она была в рабочем состоянии. Вера, обладая навыками радиосвязи, попыталась установить контакт, и вскоре ей удалось поймать сигнал. Однако на другой стороне раздался неразборчивый шепот, который внезапно прервался. Они поняли, что кто-то еще находится в этих катакомбах и, возможно, следит за ними. Ситуация становилась все более тревожной. Непонятный голос на радио и теперь уже явное присутствие другого человека в подземельях внушали ужас. Исследователи ощутили, что попали в ловушку, и что катакомбы, которые они считали заброшенными, на самом деле скрывают гораздо больше, чем просто историю. Каждая их находка уводила их вглубь тайны, которая могла затянуть их в бездну, где было не только прошлое, но и опасное настоящее. Внутренний страх обострился, и они поняли, что должны найти выход, пока не стало слишком поздно. Собравшись в комнате с радиостанцией, исследователи начали обсуждать свои дальнейшие действия. Вера, все еще находясь под впечатлением от найденных документов, предложила рассмотреть карты и чертежи, чтобы понять, какие тайники могут оставаться в катакомбах.
Она считала, что расширение подземелий не было случайным и могло быть частью более масштабного проекта. На чертежах оказались указаны не только старые хранилища, но и новые участки, которые должны были быть созданы в начале XX века. Эти тоннели планировалось соединить со стратегически важными объектами, такими как склады с продовольствием и боеприпасами, а также штаб-квартиры военного командования. Вера заметила, что некоторые участки отмечены красными крестами, рядом указаны даты, соответствующие важным событиям в истории города. Погрузившись в анализ, группа не заметила, как снаружи послышался легкий шум. Это были шаги, которые приближались. Михаил, вспомнив о таинственном человеке, предложил покинуть комнату и найти безопасное место. Вера, хоть и не хотела оставлять исследование незавершенным, понимала, что действовать необходимо. Они направились к задней части комнаты, где находился другой выход. Этот коридор, вероятно, вел к другим частям катакомб и, возможно, к выходу. Идя по узкому туннелю, они продолжали обсуждать планы, которые могли бы быть реализованы. Каждый звук заставлял их настораживаться, и они сохраняли бдительность. Пробираясь глубже в тоннеле, они наткнулись на подземное помещение, где обнаружили старые строительные материалы и инструменты. Каждый ящик, каждая доска свидетельствовали о том, что здесь действительно планировалось расширение. Вера нашла среди строительного мусора старую записку, в которой упоминались планы по созданию нового военного центра в подземельях, способного обеспечить защиту города в случае нападения. Эти сведения встревожили группу. Теперь ясно, что подземелья не просто заброшены, а могут быть актуальными и сегодня. Возможно, кто-то использует их в своих целях, скрываясь от глаз общества. Вдруг в коридоре послышались шаги, и звук оказался ближе, чем прежде. Они начали спешно искать укрытие. Вера заметила небольшую нишу в стене и предложила всем туда спрятаться. Как только они укрылись, из-за угла в коридор вошли фигуры в темной одежде. Их лица были скрыты капюшонами, и каждый из них явно имел при себе оружие. Эти люди, похоже, знали каждую тропинку в катакомбах. Участники исследовательской группы замерли в ожидании. Было непонятно, кто эти люди и что они здесь ищут. Вера понимала, что им нужно как можно быстрее выбраться из этой ситуации. Следовало избегать привлечения внимания и выдачи себя. Однако, когда группа решила, что настало время покинуть укрытие, один из незнакомцев направился к радиостанции. Это означало, что их действия могли быть замечены, и теперь их жизни находятся в опасности. Пока исследователи пытались выработать план действий, они осознали, что катакомбы могут стать не только местом для раскрытия тайн, но и ареной противостояния. Они рисковали потерять не только свои открытия, но и свои жизни. В укрытии, где исследователи наблюдали за незнакомцами, нарастала паника. Каждый шаг капюшонных фигур был слышен как удар молота. Вера шепотом напомнила группе о найденных документах, которые могли содержать информацию о ленинградских метро. Эти секретные подземные сети, о которых ходили слухи, могли быть связаны с тем, что они исследовали. Углубляясь в тайны катакомб, они, возможно, нашли ключ к разгадке. Находясь на краю паники, Михаил вспомнил о старых легендах, которые рассказывали о подземных путях, соединяющих разные части города. Эти тоннели служили не только для хранения запасов, но и для перемещения людей и грузов во время блокады. Говорили, что часть этих путей была построена в спешке, чтобы обеспечить безопасность горожан. Однако настоящая суть оставалась неизвестной. Прежде всего, эти тоннели стали символом выживания и тайны. Одна из фигур, оказавшаяся ближе к ним, начала проверять предметы в комнате. Вера могла разглядеть его лицо. Это был человек средних лет с жесткими чертами. Его взгляд выражал решимость и нездоровую заинтересованность. Он внимательно осматривал радиостанцию, и Вера поняла, что нужно спешить. Если они попадутся в руки этим людям, последствия могут быть катастрофическими. Пока фигуры перемещались по комнате, группа приняла решение выдвинуться вглубь катакомб. Вера указала на другой коридор, который, на ее взгляд, мог привести к запасным выходам. Они осторожно выскользнули из укрытия и двинулись в темноту, следуя за призраками прошлого, которые могли давать подсказки о том, что произошло в этих подземельях. Идя по коридору, они наткнулись на старую карту, висевшую на стене. На ней были отмечены не только пути, но и важные точки, места старых станций, где когда-то черпали ресурсы. Вера поняла, что эти станции могли быть частью гораздо более обширной сети, чем они предполагали. Она указала на одну из маркировок, которая соответствовала месту, где они сейчас находились. Это было стратегически важное местоположение, которое связывало несколько подземных артерий.
Пока группа изучала карту, шум шагов усилился. Фигуры в капюшонах начали двигаться к ним. Вера, осознавая, что времени осталось мало, предложила найти подземный объект, который мог бы служить укрытием. Это могло быть одно из старых хранилищ, о которых упоминали документы. Они быстро повернули за угол и наткнулись на открывающуюся арку, за которой находилось небольшое помещение, затопленное водой. Внутри они обнаружили несколько старинных артефактов, хранившихся в затопленном хранилище. Среди них была старая радиоаппаратура и даже несколько запасных батарей. Это могло стать их единственным шансом на спасение. Вера, понимая важность находки, начала проверять оборудование. Если им удастся наладить связь, возможно, они смогут вызвать помощь или хотя бы понять, что происходит снаружи. В этот момент к ним подошел Михаил с тревожным лицом. Он заметил, что незнакомцы всполошились и начали перемещаться по катакомбам в поисках их следов. Вера и ее команда понимали, что каждый миг на счету. Они начали быстро обследовать помещение. Наступило время действовать. Необходимо было использовать найденные артефакты и знать, что делать дальше. Каждый из них понимал, что эта подземная сеть не просто хранилище, а настоящий лабиринт, полный неразгаданных тайн. Вопрос был не только в их выживании, но и в том, что они могут узнать о прошлом города, пока не стало слишком поздно. В подземном помещении, полном воды и старинных артефактов, Вера и ее команда начали наладку радиоаппаратуры. Каждый из них чувствовал, что время уходит. Они понимали, что незнакомцы, которые преследовали их, находятся слишком близко. Вера сосредоточилась, ее руки дрожали от волнения, но она знала, что должна сделать все возможное, чтобы установить связь. Тем временем Михаил и Андрей обыскали помещение в поисках дополнительных вещей, которые могли бы помочь. Они нашли несколько старых документов, часть из которых была покрыта плесенью, но один лист оказался довольно ясным. На нем были нарисованы планы подземных лабиринтов, которые уходили далеко за пределы того, что они уже исследовали. В центре карты находился знак, похожий на тот, что они видели в начале своего пути. Тот самый странный символ, который Андрей заметил на стене. Когда Вера наконец подключила радио, из динамика раздался треск, а затем послышался голос. Это был неразборчивый шепот, который постепенно становился все четче. В нем звучали слова, которые заставили их замереть. Секреты подземелий должны оставаться скрытыми. Никакие посторонние не должны знать правды. Чувство угрозы нарастало, и их сердца забились чаще. Это могло означать, что они не одни в этой темной сети. В этот момент послышались знакомые шаги. Незнакомцы продолжали искать их в катакомбах, и они, похоже, знали, как попасть в это помещение. Вера, открыв карту, указала на один из выходов, который мог привести к более безопасной части тоннелей. Они начали двигаться в эту сторону, но шум становился все громче. Когда команда выбралась в коридор, где, по их предположениям, их не могли заметить, они увидели, что незнакомцы уже начали обходить помещение, где они только что были. Оставшись незамеченными, они решили, что надо вернуться к предыдущему коридору, где находилась старая радиостанция, и попытаться с ее помощью вызвать помощь. Однако, когда они туда вернулись, команда обнаружила, что все изменилось. Тоннель, который они ранее проходили, заполнили старые мешки с песком и бетонные блоки. Это было сделано для того, чтобы заблокировать доступ к радиостанции. Вера поняла, что их подземные исследования стали не только вопросом выживания, но и запутанным заговором, который охватывает все большее количество людей. В этот момент их внимание привлек странный свет в конце коридора. Это был мягкий блеск, который, казалось, манил их. Они подошли ближе и увидели, что свет исходил от старого выхода, который, по всей видимости, вел к одной из ранее отмеченных на карте станций. Внезапно в коридоре раздался громкий треск. Незнакомцы направлялись к ним. Вера и ее команда понимали, что это их единственный шанс выбраться из катакомб. Они бросились в сторону света, пробираясь мимо поваленных конструкций и остатков старых артефактов. За спиной раздались крики. Незнакомцы, осознавая, что их преследуют, начали ускоряться. Вера, Михаил и Андрей прибыли к выходу, но он был заперт. С ужасом Вера увидела, что ключи были у незнакомцев, которые приближались. На мгновение они замерли. Понимание того, что этот лабиринт не просто хранилище, а место, полное тайн, стало окончательным откровением. Оказавшись на краю гибели, команда решила, что они не могут сдаться. Они должны были разгадывать загадки, которые этот подземный мир прятал, и найти способ выбраться, даже если это станет их последней задачей. Каждый шаг теперь зависел от их решимости и смелости.
Ведь в этом лабиринте скрывалась не только история, но и опасность, о которой они даже не подозревали. Свет в конце коридора становился все ярче, и команда направилась к нему с надеждой, что это их спасение. Но когда они приблизились, Вера заметила, что это не просто выход. Это была старинная станция, полузаброшенная, с ржавыми путями и столбами, окруженными паутиной. На стенах находились граффити и надписи, оставленные прежними обитателями этого подземного мира. Некоторые из них задевали такие темы, как «Не входи» и «Они здесь». Это внушало страх, но также подстегивало их любопытство. Здесь, в этом забытом месте, команда обнаружила множество артефактов, которые проливали свет на заброшенные проекты. Среди них были старинные документы, фотографии и даже карты, показывающие, как подземные пути соединялись с различными стратегическими объектами города. Эти находки подтверждали, что этот подземный лабиринт когда-то был частью большой сети, предназначенной не только для защиты, но и для тайных операций. Вера, перебирая найденные бумаги, наткнулась на один документ, который произвел на нее особое впечатление. Это было описание проекта, связанного с созданием подземного хранилища для важных военных материалов, которое должно было быть неприступным для врага. В нем также упоминалось о порталах, которые предполагали возможность быстрого перемещения между различными участками подземной сети. Вера поняла, что это может быть ключом к их спасению. Тем временем Михаил и Андрей продолжали осматривать станцию. Они нашли старые вагончики, которые когда-то использовались для транспортировки грузов. Вдруг Андрей заметил, что один из вагончиков был приоткрыт. Он внимательно заглянул внутрь и увидел, что там находятся не только инструменты и бытовые вещи, но и какие-то странные контейнеры. Содержимое контейнеров оказалось неизвестным веществом, и это внезапно привлекло их внимание. В это время в коридоре послышались шаги незнакомцев. Они уже близко, и оставалось совсем мало времени. Вера быстро собрала все важные находки и предложила остальным направиться к вагончикам. Они должны были использовать старые рельсы, чтобы добраться до следующей станции и, возможно, добраться до выхода. Михаил, находящийся ближе к вагончикам, заметил, что один из контейнеров был неплотно закрыт. Он открыл его, и из него вырвался густой дым, наполняя помещение. Все начали задыхаться, и с каждым мгновением становилось все труднее дышать. Страх и паника охватили всю команду. Вера, осознавая, что это их последний шанс, бросилась к радиостанции и попыталась установить связь. Она знала, что их действия могли спровоцировать незнакомцев. Каждое ее движение было продиктовано желанием спасти своих друзей и себя. Понимание того, что они исследовали не просто подземелья, а настоящие хранилища государственной тайны, стало последней каплей. Из динамика раздался знакомый шепот: «Вы не должны здесь быть». Этот голос, который они слышали раньше, теперь звучал более четко. Вера поняла, что это не просто предупреждение, а угроза. Пораженная, она бросила радиостанцию и быстро вернулась к остальным, которые уже начали покидать помещение. Ситуация достигла критической точки, когда незнакомцы начали входить в станцию. Вера, Михаил и Андрей, собравшись вместе, бросились к выходу. Они понимали, что теперь каждое мгновение имеет значение. Лабиринт подземелья стал не только их домом, но и ареной, где решалась судьба не только их, но и тайны, которые хранили эти стены. В конце концов, они смогли разглядеть свет выхода и понимали, что должны сделать все возможное, чтобы вырваться из этого кошмара. Пробираясь через темные тоннели, Вера, Михаил и Андрей успели добраться до выхода, но напряжение не покидало их. Они понимали, что за ними следят, и не могли позволить себе расслабиться. Находясь на пороге выхода, они остановились на мгновение и переглянулись. Каждое сердце билось в унисон от страха и адреналина. Вера сделала шаг вперед и толкнула дверь, которая к их облегчению открылась. Сквозь щель в двери они увидели свет, пробивающийся из-за угла, и вышли на свежий воздух. К их удивлению, они оказались на заброшенной платформе старого метро, окруженной той самой тишиной, которая царила в подземелье. Вера огляделась и заметила, что они находятся в нескольких милях от места, где начали свои исследования, но это не могло их радовать. Опасность не исчезла, и они знали, что незнакомцы могли преследовать их. Воспользовавшись моментом, команда быстро перебралась через платформу и начала двигаться в сторону выхода. Они старались не шуметь, но напряжение нарастало. Вера понимала, что теперь они должны сделать все возможное, чтобы рассказать о своих открытиях. Лабиринты подземелья могли быть не просто хранилищем, а частью чего-то гораздо более масштабного, возможно, связанного с самим существованием города.
Когда они выбрались на поверхность, их встретил вечерний Санкт-Петербург, наполненный звуками и жизнью. Но для них этот город стал другим, не таким, каким они его знали. Вера, Михаил и Андрей, наконец, смогли отдышаться, но в их сознании остались не только воспоминания о пережитом ужасе, но и осознание, что тайна подземного Петербурга еще не раскрыта. Воспользовавшись найденными документами, команда решила обратиться к историкам и археологам, чтобы разоблачить тайны, которые они обнаружили. Вера села за составление отчета, в котором описывала свои находки, от старинных артефактов до карт, свидетельствующих о заброшенных подземных объектах. Они понимали, что каждая деталь имеет значение, и их открытие может изменить представление о прошлом города. Несколько недель спустя их история попала на страницы местных газет. Свет увидели не только их находки, но и мрачные тайны, которые скрывались в подземельях. Общественность была в восторге, и вскоре началась новая волна интереса к подземному Петербургу. Ну что, если вам нравится узнавать о тайнах подземного Петербурга так же, как Верке, Михаилу и Андрею, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши исследования и помочь раскрывать еще больше секретов, загляните в описание, там есть ссылка для доната. И помните, даже под землей без поддержки не обойтись. Люди начали обращаться к властям с просьбами о дальнейших исследованиях, и вскоре было объявлено о проекте по восстановлению и исследованию подземных объектов. Но в то время как мир интересовался их открытием, Вера, Михаил и Андрей понимали, что за их спинами все еще стояли незнакомцы, знающие больше, чем они. Лабиринты подземелья больше не были просто историей, а становились частью настоящей интриги. Они оставили след в памяти города, но и сами стали частью чего-то гораздо большего. Вера знала, что это не конец, а только начало. Тайна подземного Петербурга все еще ждала своего полного раскрытия, и она, несмотря на страх, была готова продолжать расследование. Каждый шаг вперед открывал новые горизонты, и они были готовы к любым вызовам. С каждым новым открытием они углублялись в историю, которую время пыталось забыть, но которая все еще жила под их ногами.